Сегодня в выпуске с новой силой гремят слухи про якобы отношения Чонгука из BTS и Риса из Blackpink, там еще Winter is a Spy есть. РМ дал пищу для размышления, рассказав о тщеславии, а BTS потеряли первое место в рейтинге репутации групп. Рекорды победы и достижения у BTS, Stray Kids, Blackpink, K-pop охотниц и не только. Концертные новости при участии Stray Kids, Playv, Hypin и других. Big Bang готовы встретиться полным составом, а G-Dragon раздаст интересные подарки своим фанатам. Seventeen и Park Seo-joon пожертвовали внушительные суммы на благотворительность, а бывшая участница Тиара Арым получила смягчение наказания за мошенничество. Кроме того, NewJeans и Eudore ожидаемо опять не достигли компромисса и будут судиться, видимо, вечно. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-pop News номер 277. Как обычно, все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма ниже комментарии. Хотите поддержать каналы Boosty, Donation Alert, ссылки в описании. Далее у нас что? Защитный баннер на экране, который защищает стену от пустоты в начале видео. И, как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем, поехали. Судя по всему, NewJeans и Eudore будут судиться вечно, продолжение этой бесконечной истории, которая уже стала частью нашей современной кей-поп индустрии, давайте подробнее. Похоже, что NewJeans и их агентство Eudore вновь не смогли прийти к взаимопониманию. 14 августа в 14:00 41-я гражданская коллегия Сеульского центрального окружного суда провела медиацию по делу, в рамках которого агентство Eudore подало иск против 5 участниц NewJeans с требованием подтвердить действительность их эксклюзивных контрактов. Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее суд потребовал личного присутствия участниц NewJeans как сторон по делу. В марте этого года вся группа уже появлялась в суде на заседании по ходатайству о введении обеспечительных мер, связанных с сохранением статуса агентства и запретом заключения рекламных контрактов, однако на последующих заседаниях присутствовали только их юридические представители. На этот раз в закрытом заседании лично приняли участие две участницы группы. Около 13:40 на месте появились Минджи и Даниэль, а у здания суда собрались не только фанаты, но и представители СМИ и сотрудники суда. Для поддержания порядка и обеспечения безопасности суд даже привлек отдельную охрану. На вопросы журналистов в духе «Как вы оцените вероятность достижения соглашения?» и «Какие условия, по-вашему, необходимы для примирения с Eudore?» обе ответили лишь коротким «Извините». Когда девушки появились, фанаты встретили их поддержкой, выкрикивая «Держитесь! Файтинг!». Кроме того, у главного входа в суд продолжалась одиночная акция в поддержку возвращения NewJeans к активной деятельности. Мужчина, представившись фанатом группы, держал плакаты с надписями «Eudore и NewJeans, давайте договоримся, уже сегодня вернемся к работе» и «Будущее NewJeans вместе с Hype и Minhyejin». В этот день NewJeans и Eudore провели закрытое заседание по урегулированию спора, которое длилось около часа и 20 минут. После его завершения участницы быстро покинули здание суда и не стали отвечать на вопросы журналистов о возможном соглашении с агентством. Суд постановил провести еще одну сессию медиации 11 сентября в 13:30. Если и на этот раз стороны не придут к компромиссу, дело будет продолжено, и 30 октября состоится оглашение решения. И дальше идет пересказ истории. В общем, все это продолжается. И знаете, в какой-то момент это было грустно, в какой-то момент это было страшно. Сейчас это уже вызывает закатывание глаз и даже какой-то нервный смех, потому что за все это время можно было выпустить, наверное, целый альбом полноформатный, ну или как минимум синглов там 5-6, и заработать очень много денег, хотя бы если с этой стороны смотреть. Но обе стороны имеют право на то, чтобы разбираться, у каждого есть претензии, так что будем наблюдать и двигаемся дальше. А далее у нас бывшая участница группы Тиара Арым, если кто-то ее еще помнит, смягчили ей наказание за мошенничество. Давайте подробней. Бывшие участницы группы Тиара Арым сократили срок после рассмотрения апелляции. Ее обвиняли в мошенничестве из-за того, что она брала деньги у фанатов и знакомых, но не возвращала долги. 13 августа издание News One сообщило, что 51-й уголовный состав Сувонского окружного суда отметил первоначальный приговор и приговорил Арым к 4 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком 1 год. Также сократили наказание ее сожителю, который был арестован по тем же обвинениям. Его срок снизили с 18 до 14 месяцев лишения свободы. Суд объяснил смягчение приговора тем, что Арым признала вину, заключила соглашение с двумя потерпевшими, которых больше не требует ее наказания, и частично вернула деньги. Хотя суд признал тяжесть ее преступлений, он счел первоначальный приговор избыточным с учетом всех обстоятельств. Да и не будем пересказывать всю историю, которая тут повторяется, хотя она достаточно короткая. В целом, брала она деньги в долг, не возвращала, дебютировала в Тиара в 2012 году и покинула группу в 2019. И что ж, неплохо, что человек пошел на какой-то компромисс и начал отдавать долги и так далее, но тем не менее наказание понесет. То есть вроде бы как справедливость восторжествовала. Тем не менее, я не юрист, не адвокат и не судья, поэтому в полной мере понять южнокорейские законы не способен. Если вы понимаете, можете, конечно, написать, а так, вроде бы конец истории. Двигаемся дальше.
Далее у нас некая непонятная история, которая вроде оказалась даже не историей, а вымыслом, касаемо обысков, связанных с нарушением авторских прав артистом, известным как G-Dragon. Давайте подробней. Представитель Корейской ассоциации авторских прав на музыку Комса разъяснил, что предыдущие сообщения об обыске и выемке в их офисе, проведенные в связи с иском о нарушении авторских прав против G-Dragon и Ян Хён Сока, являются ложными. Как сообщили Dispatch 14 августа по корейскому времени, композитор A подал иск против G-Dragon, Ян Хён Сока и президента YG Plus за нарушение авторских прав. Композитор заявил, что эти лица записали и распространили его оригинальную работу, песню G-Dragon 2001 года, без его согласия. Песня G-Dragon ранее была выпущена в составе альбома сборника хип-хопа в 2001 году. Эй был указан как автор текста и композитор. Затем в 2010 году GD выпустил свою версию этой песни в концертном альбоме Shine a Light под другим названием My Age is 13 в составе попурри My Age is 40 плюс Storm плюс Hip Hop Gentleman плюс G-Dragon. Несмотря на переиздание в другой форме и под другим названием, автором текста и композитором песни по-прежнему числится Эй. Согласно данным Комса, GD не только не указан как автор текста или композитор, но и, цитата, не получал никаких гонораров за песню, поэтому Комса не считают иск о нарушении авторских прав обоснованным. Представитель также прокомментировал сообщение об обыске Комса. Некоторые новостные агентства сообщали о проведении обыска и выемки, но это ложное сообщение. Что касается смены названия YG Entertainment, объяснили, что это было сделано для того, чтобы избежать путаницы с другой песней с таким же названием G-Dragon Feat. Perry, также выпущенной в 2001 году и затем переизданной в составе концертного альбома. Тем временем полиция района Мапа в Сеуле в настоящее время продолжает расследование по иску о нарушении авторских прав, поданному Эй. Ну, что ж, возможно, у нас назревает очередной скандал или конфликт, к сожалению, где снова будет замешан G-Dragon, ну, по крайней мере, раньше все было гораздо хуже с теми, которые вот, помните, когда его пытались отменить из-за веществ, которые на самом деле он не употреблял. Печально, что сказать, но вроде он даже, перевыпустив песню, не указал себя как автора и так далее, то есть все оригинальные еще авторы были указаны, так что непонятно. Будем наблюдать, в случае чего расскажу. Двигаемся дальше. Поговорим о чем-то более приятном. В последнее время чаще всего это благотворительность после сомнительных новостей. Пак Со Джун пожертвовал деньги детям, давайте подробней. Актер Пак Со Джун сделал щедрое пожертвование, отметив 14-ю годовщину своего дебюта. 12 августа Пак Со Джун пожертвовал 100 миллионов вон в фонд медицинского центра Samsung, выразив поддержку детям, борющимся с онкологическими заболеваниями. В тот же день он публиковал в соцсетях сертификат о пожертвовании. В больнице поблагодарили актера. Спасибо за теплое пожертвование для наших маленьких пациентов. Мы отплатим за эту доброту, заботой об их здоровье и счастье. Пожертвование было приурочено к 14-й годовщине дебюта Пак Со Джуна. Цитата: «Спасибо всем, кто поздравил меня. Тогда я был еще молод, а сейчас нахожусь на пути к зрелости. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться», написал артист. Пак Со Джун, напомню, дебютировал в 2011 году в клипе Пан Йонгука I Remember. С тех пор он снялся в таких дорамах, как «Убей меня, исцели меня», «Итэвон Класс», «Существо Кёнсона» и других проектах, укрепив свою карьеру. Что сказать, прекрасный поступок уважаемого человека, помог тем, у кого есть только проблемы, причем очень страшные. Будем надеяться, что это пожертвование поможет их решить. И двигаемся дальше. Группа Seventeen сделала внушительное пожертвование в ЮНЕСКО, давайте подробней. Seventeen пожертвовали $250 тысяч ЮНЕСКО в честь Международного дня молодежи. 13 августа Pledis Entertainment объявили, что группа сделала пожертвование 12 августа, использовав средства, вырученные на благотворительном аукционе Jupiter Presents Sakai X17. В общем, название на экране там немножко сложно. Seventeen заявили: «С момента нашего дебюта мы развивались, запечатлевая различные моменты из жизни молодежи в музыке, которые отражают наши искренние переживания и эмоции, что делает Международный день молодежи особенно значимым для нас». Они добавили: «Мы выражаем свою поддержку всем молодым людям по всему миру, которые продолжают идти к своей мечте». В 2023 году Seventeen стали первой кей-поп группой, приглашенной выступить на 13-м молодежном форуме ЮНЕСКО в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В прошлом году они стали первыми послами доброй воли ЮНЕСКО по делам молодежи и пожертвовали $1 миллион на поддержку программ, способствующих развитию творческих способностей среди молодежи во всем мире. Уважительно, молодцы, пацаны вообще ребята. Опять же, прекрасно, что есть возможность помочь тем, у кого меньше возможностей. Уважение. Двигаемся дальше. А далее у нас G-Dragon раздаст интересные подарки своим фанатам. Какие, зачем и почему, давайте подробней. G-Dragon из Big Bang вновь демонстрирует свою щедрую любовь к фанатам. 14 августа его агентство Galaxy Corporation объявило: «В честь дня рождения G-Dragon 18 августа, чтобы отблагодарить фанатов за неизменную любовь и поддержку, мы подготовили небольшой подарок». Подарок, впрочем, оказался совсем не маленьким. В честь даты 18 августа поклонники смогут бесплатно получить по 188 напитков в 14 кафе в Ивенте, Сеула и Пусана.
Всего 2632 напитка. Даже если считать по 5000 вон за стакан, сумма подарка превышает 13 миллионов вон, а это такая, знаете, не маленькая сумма. В каждом кафе акция действует для первых 188 человек, причем не только в Сеуле, но и в Пусане. Любовь G-Dragon к фанатам давно известна. В прошлом году на предварительной записи SBS Guide John он устроил поклонникам ответный подарок рекордного масштаба. В первой волне он раздал грелки с официальным слоганом, во второй по 2 фотокарты, а также маски, шарф собственного бренда Peace-1 и кепку с надписью Palo. К этому добавились фургоны с перекусами и кофе, и все это бесплатно и без ограничений для фанатов. Ну что ж, прекрасный человек, который помнит, кто помог ему забраться так высоко, кто поддерживал всегда фанаты. Ну что ж, прекрасный поступок. Если, опять же, вдруг вам удалось этот напиток выхватить, ну, мало ли, кто-то меня из Пусана смотрит или из Кореи. Вообще, в целом, просто у меня по статистике есть пару там процентов людей из Кореи, которые меня смотрят. Если вы понимаете, что я говорю, скиньте фотографию в телеграм-канал, как этот напиток смотрится в вашей руке. Будет интересно. Ну и можете написать, вкусно или нет. G-Dragon, всего хорошего, двигаемся дальше. Big Bang, судя по всему, соберутся в полном составе, давайте подробнее. Дэсон анонсировал встречу полного состава Big Bang 15 августа на YouTube-канале. Название на экране, вышло видео под названием «Дэсон, захваченный ИИ». На вопрос «Ты когда-нибудь пробовал ChatGPT?» Дэсон ответил, что да. Когда съемочная группа с удивлением спросила, установил ли он приложение, Дэсон пошутил: «Ну я в Сеуле живу». Он рассказал, что использует ChatGPT для изучения английского. Вбиваю задания для урока английского и повторяю их. Однако на вопрос, обращался ли он к ИИ за советами, Дэсон реагировал отрицательно. «Зачем ты делаешь? Что он вообще знает? Все ответы уже есть во мне. Что может знать штука, которая отключается, если вытащить провод?» Сказал он, вызывая смех. Затем Дэсон поделился, что его беспокоит снижение просмотров. В последнее время просмотры упали, в чем же причина? И ответил: контент стал казаться менее настоящим, создается впечатление, что ты гонишься за прибылью прямо сейчас, или твои фишки стали менее выразительными. Это попало прямо в точку, и Дэсон вместе со съемочной группой посмеялись над метким замечанием ИИ. В качестве советов для повышения просмотров ИИ предложил снимать одиночные скетчи, устраивать небольшие встречи с близкими друзьями, делать влоги из кафе. На вопрос о друзьях, с которыми он общается в последнее время, Дэсон ответил: только с Хёнами из группы, и открыл телефон. Разве что с Гунбеном, сказал он, добавив, что даже с пятеркой орлов, шутливое название, связь стала редкой, и признался, что получает в основном уведомления от разных брендов. Последнее сообщение от друзей было месяц назад. После этого Дэсон вышел на улицу, чтобы попробовать советы ИИ. Собираясь снять влог в кафе, он с иронией сказал: не думаю, что просмотры вырастут, ну может 1120. В финальном куки-кадре анонсировали вечеринку в честь 19-летия Big Bang. Дэсон, G-Dragon и Тэйян собрались вместе и спели любимый Big Bang с 19-й годовщины с днем рождения, празднуя свой юбилей. В общем, у нас тут больше история про ИИ, но и день рождения парни отметят в полном актуальном составе. Два участника бывших уже никак не придут, видимо, ну только если там за кадром на какой-то закрытой вечеринке у кого-то дома. Но такая история, достаточно забавная. Наверное, сам оригинальный видеоролик тоже очень интересный и смешной, но времени на все нет. Так что, если посмотрели, расскажите, как оно в комментариях. И артистам удачи, двигаемся дальше. Вот это новость. Группа HAT, по сути, отцы. Первые, кто прокладывал путь в современной модели кей-поп музыки. В общем, они, похоже, возвращаются. Давайте подробнее. 15 августа Тони Ан выложил в своих соцсетях сообщение и снимок, на котором запечатлен полный состав HAT, и написал: «Ребята, мы так давно не видели. Все это время у меня не было ни подходящих фото, ни видео, чтобы выложить, поэтому я переживал. Но вот, мы пошли на репетицию, я сделал этот снимок, да, костюм у нас свободный, но... Это фото наших 5 братьев, сделанное впервые за долгое время, и я хотел вам его показать». На опубликованном фото Мун Хи Джун, Чан Ухёк, Тони Ан, Канта и Ли Дживон улыбаются и складывают пальцы сердечками. В хэштегах он добавил: 5 братьев Орлов снова вместе, встретимся на Хантео Фестивал. Танцевать до изнеможения. Поклонники тут же откликнулись комментариями: «Мы так ждали и скучали по вам». Напомню, HAT выступит 6-7 сентября на стадионе Seoul World Cup в качестве хедлайнера фестиваля Hanteo Music Festival. Это будет их первое выступление почти за 6 лет с концерта в Гучок Скайдом в сентябре 2019 года. Группа планирует подготовить программу продолжительностью более 60 минут. Особенно символично, что 7 сентября день их 29-й годовщины дебюта. Дебют состоялся 7 сентября 1996 года. Они проведут это все вместе с фанатами. Люди пишут некоторые комментарии. Ой, их очень много, давайте лишь некоторые возьмем. 5 наших парней снова вместе, это просто счастье! Я так ждала, пожалуйста, не травмируйтесь и не болейте, увидимся в следующем месяце! Я ждала ваш пост, вы такие потрясающие! Эта фотография — настоящее сокровище! Как же я скучал по вам в полном составе! Я так долго этого ждала, просто глядя на вас, чувствую спокойствие и уверенность. Как же это трогательно! Спасибо, что снова собрались и подарили нам эту радость! Смотрю на это фото и возвращаюсь в свои школьные годы. Ах, мои HAT, я не могу дождаться встречи. Навсегда, HAT.
и так далее. В общем, люди в восторге, рады. Я задумался, что эта группа на 1 год младше компании Sam Entertainment, получается, которым 30-ка недавно стукнула. На мой личный взгляд, стоит отдать дань уважения этой группе, потому что они, опять же, были первопроходцами, и на них все шишки посыпались. То есть они собой, как бы, прикрыли всех последующих артистов. Ну, одни из. В общем, успехов им и двигаемся дальше. Скучаете ли вы по Чаяну из Астра? Если да, то вот пару фотографий из армии, давайте подробней. Новое фото Чаяну из Астра, сделанное в тренировочном лагере армии Южной Кореи, появилось в интернете 13 августа на официальном сайте тренировочного центра в разделе «Тренировочные скетчи». На вновь опубликованных снимках Чаяну запечатлен в военной форме, его кожа выглядит слегка загорелой, а взгляд жестким и сосредоточенным. Чайну приступил к несению военной службы 28 июля в тренировочном центре в Нонсане, провинция Южный Чунчхон. После завершения прохождения базовой подготовки он планирует служить в армейском оркестре. За день до призыва он показал свою свежеотстриженную голову во время лайва, сказав, что столь коротких волос у него не было с тех пор, как ему было 2 или 3 года. Чайну признался, что ему немного непривычно видеть себя таким в зеркале, но с энтузиазмом относится к тому, что он вступит в пору своего 30-летия, будучи в армии. Также он пожелал своим поклонникам удачи и пообещал вернуться к ним в отличной форме. Ну что ж, пожелаем Чайну всего хорошего, легкой службы и веселых будней в военном оркестре. Двигаемся дальше. Концертные новости у нас начинаются с группы ENHYPEN, которые были вынуждены сделать кое-что. Что именно? Давайте подробней. Группа ENHYPEN расширила свой мировой тур Walk the Line в Сингапуре из-за огромного спроса. Изначально концерты были запланированы на 2 дня, 4 и 5 октября в Singapore Indoor Stadium, однако теперь к ним добавлено еще одно выступление 3 октября. Как сообщили Billet Love, 12 августа билеты на первоначальные даты были раскуплены стремительно, что и стало причиной добавить дополнительный концерт, чтобы встретиться с еще большим количеством местных фанатов и заработать больше денег. Текущий мировой тур группы охватывает 19 городов и 32 концерта на крупнейших купольных аренах и стадионах, подтверждая статус ENHYPEN как одной из ведущих кей-поп групп в живых выступлениях. ENHYPEN установили рекорд как самая быстрая мужская кей-поп группа, завершившая тур по 3 купольным аренам: Billund Dome в Сайтаме, PayPay Dome в Фукуоке и Kyocera Dome в Осаке. Всего за 2 месяца. Они также стали самым быстро вышедшим на японский стадион зарубежным артистом, спустя всего 4 года и 7 месяцев после дебюта, выступив в июле и августе на стадионах Аджинамото в Токио и Янмар в Осаке. Мировое фанатское внимание к туру остается высоким, билеты были раскуплены задолго до концерта во многих городах США и Европы, включая Чикаго, Лос-Анджелес, Лондон, Амстердам, Брюссель, Берлин и Париж. Тур Walk the Line in US and Europe стартовал 6-7 августа на арене UBS Arena в Нью-Йорке и продолжится 16 августа концертом на стадионе BMO Stadium в Лос-Анджелесе. Все. Вот такая вот вынужденная мера. Ничего плохого, просто добавили еще один концерт для людей. Так что успехов парням, побольше силы, двигаемся дальше. И еще немножко ENHYPEN, они покорили Хьюстон, давайте подробней. ENHYPEN вернулись в Хьюстон и вновь почувствовали любовь фанатов. После того, как этой весной ENHYPEN произвели фурор на фестивале Coachella, группа привезла свое мировое турне Walk the Line в Хьюстон, где 12-13 августа выступила 2 вечера подряд на сцене Toyota Center. 7 участников Чон Вон, Хи Сын, Джей, Джейк, Сон Хун, Сону и Ники уже не впервые встречаются с хьюстонской публикой. Впервые они выступили здесь в 2022 году в рамках дебютного тура Манифеста на сцене Smart Financial Center, а в 2023 году вернулись с сольным концертом Fate World Tour в Toyota Center. ENHYPEN быстро стали одной из ключевых групп в стремительно растущем глобальном кей-поп, выпустив хиты Bite Me и Fever и собрав почти 20 миллионов подписчиков в соцсетях. Участники тепло вспоминают Хьюстон и особенно ту энергию, которую им подарили местные фанаты. Цитата: «Я помню, насколько бешеной была энергетика фанатов в Хьюстоне», — поделился Ники. «Каждый раз, когда мы выступаем в Техасе, меня трогает до глубины души, как фанаты наслаждаются шоу даже больше, чем мы, танцуют, поют и веселятся вместе с нами», — сказал Чон Вон. «Их радость естественным образом дает нам силы выложиться на сцене на все 100, а такие моменты становятся для нас огромным источником мотивации». Популярность кей-поп в Техасе растет уже не первый год. В Хьюстон за это время приезжали с крупными концертами Blackpink и TXT. Но спрос на такие шоу продолжает расти, ведь все больше людей открывают для себя этот жанр. «Мне кажется, что кей-поп постоянно развивается и расширяется», — отметил Джейк. «Во время нашего первого тура в 2022 году мы уже чувствовали невероятную поддержку, но в 2023 выступили на еще более крупной площадке и заметили, что гораздо больше людей подпевают нашим песням. Я искренне благодарен и горд быть свидетелем того, как растет любовь и страсть к кей-поп». Перед концертом 2023 года в Toyota Center так называемый O2Z, Джей, Джейк и Сон Хун, все 2002 года рождения, решили познакомиться с техасской культурой и отправились пробовать местное барбекю. «Оно было настолько вкусным, что я до сих пор помню его вкус», — признался Джей. «В этот раз я хочу вернуться туда уже со своей группой и попробовать другие вкуснейшие блюда, которыми славится Хьюстон». По словам Сон Хуна, шоу в Toyota Center по-настоящему передало уникальную идентичность и обаяние ENHYPEN.
Выступление, постановка сцены и общий ход концерта были тщательно продуманы, чтобы удержать внимание зрителей от начала до конца, сказал он. Я в восторге от того, что Энджи смогут испытать это вместе с нами и надеюсь, что это станет для каждого особенным воспоминанием. Комментарий от Хисына. Каждый раз, выходя на сцену, мы чувствуем все более сильное чувство ответственности и выкладываемся, думая о наших фанатах. Я верю, что именно этот настрой помогает нам не только расти в исполнительском мастерстве, но и развивать глубину творческого самовыражения как артистов. Мы вложили много сил в подготовку этого альбома, чтобы показать, насколько мы выросли как группа, отметил Суну. Мы расширили границы того, что можем выразить как в музыке, так и в выступлениях, и надеемся, что фанаты увидят это в альбоме. Тур пройдет по Азии, Северной Америке и Европе. Поездки в разные страны, в том числе и в Хьюстон, для участников особенный опыт. Во время гастролей и путешествий меня часто вдохновляют разные культуры, атмосферы и люди, которых я встречаю, добавил Хисын. Я верю, что эти впечатления обогащают меня как артиста и, безусловно, окажут положительное влияние на нашу будущую музыку. Вот такая вот новость, которая оказалась еще и интервью небольшим. Что ж, парням всего хорошего, я даже наблюдал, как они рождались в рамках шоу, было очень интересно, половину состава я вообще угадал. Ну, глядя на шоу, кто попадет в финальный состав, так что молодцы, двигаемся дальше. А далее виртуальная группа Playv начинает свой тур, давайте подробней. С 15 по 17 августа группа Playv проведет в Сеульском Олимпийском парке на сцене Киспио Дом свой первый азиатский тур под названием Dash Quantum Leap in Seoul. С 10 по 14 августа в соцсетях был опубликован постер тура. На нем крупные планы участников, а фон, украшенный звездными пикселями и бриллиантовыми кристаллами, подчеркивает атмосферу предстоящих концертов. Это первый случай, когда виртуальные айдолы выступят на этой площадке. Темой шоу станет гравитация, а сцена будет оформлена максимально эффектно, с яркими и мощными перформансами. И гравитацию, наверное, завезут. Ладно. Группа Playv подготовила разнообразный сет-лист, связанный с собственной вселенной Playv, а также специальные номера, которые можно будет увидеть только в рамках этого тура. Финальный концерт будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах. Его можно будет посмотреть в десятках залов сети CGV и Lotte Cinema по всей стране, а также в Токио, Тайбэй, Сингапуре и других городах. Стоит напомнить, что тур начнется в Сеуле и охватит 6 городов: Тайбэй, Гонконг, Джакарта, Бангкок и Токио, где Playv встретится со своими глобальными фанатами. Что ж, это будет очень интересно, как пройдет концерт виртуальной группы, и будет ли это предзапись, или там будут за сценой стоять, реальные люди, которые стоят за аватарами. Выступать, их будет трекать камера, и, в общем, как это произойдет, очень интересно, потому что, по-моему, это вообще первый случай такой, чтобы именно виртуальные артисты, отрендеренные на видеокартах, выступали. Так что, успехов им и двигаемся дальше. А концертные новости, плавно перетекающие в рекорды, победы и достижения, у нас продолжают группа Stray Kids. У них много денег, давайте подробней. Рост доходов от концертов и продажи мерчендайза во втором квартале 2025 года обеспечили значительный финансовый рывок JYP Entertainment, в том числе благодаря выступлениям Day6, Extraordinary Heroes и Negs. 13 августа компания сообщила, что ее выручка за квартал выросла на 126%, достигнув примерно 157 миллионов долларов. При сдержанных операционных расходах операционная прибыль увеличилась на 466%, а чистая прибыль взлетела более чем на 2700%. Доход от концертов вырос на 342%, достиг рекордных 45 миллионов долларов, компенсировав падение на 26% в первом квартале. Stray Kids за квартал провели 23 концерта, включая 12 в США и 2 в Мексике, завершив тем самым свой рекордное мировое турне на 54-м шоу. Day6 отметили десятилетие, завершив свое третье мировое турне с 16 концертами в 6 странах, из которых 6 состоялись в Южной Корее. Extraordinary Heroes провели 8 концертов, а Negs 7. Доход от продажи мерчендайза составил 49 миллионов долларов, это рост на 356%. Собственно, основные пункты продажи — это сотрудничество Stray Kids с Tamagotchi и Twice с японским Sanrio. Продажи физических альбомов выросли на 100% до 27,1 миллиарда вон, это 20 миллионов долларов США. В основном благодаря японскому релизу Stray Kids, а также новым альбомам Itzy, Next и Kickflip. При этом доход от стриминга снизился на 10%. Доход от публичных выступлений вырос на 22%. Рекламные поступления увеличились на 22%, Южная Корея принесла 36% общей прибыли, в прошлом году 41 был, Япония и Китай составили 21,2% соответственно, остальной мир обеспечил 41% дохода во втором квартале, ранее это был 31%. Какие можно сделать выводы? Тут, как оказалось, не только Stray Kids с рекордной прибылью от концертов, но и другие группы тоже принесли JYP Entertainment много денег. Думаю, это хорошо. Больше денег, больше возможностей, так что всем всего хорошего и всех благ. Как обычно, это не конец видео, это бумажка, которая показывает вам, что сейчас будет список бустеров.
Спасибо, дорогие дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, за что вам большое спасибо. Далее бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, милости прошу. Там много интересных людей собралось, много дополнительного контента, есть ранний доступ ко всему, комментарии, на которые отвечаю, и в личку можете написать. И это поможет новостям выходить стабильно, бесперебойно. Заранее спасибо тем, кто подпишется. Другие каналы, которые я тоже веду в одно лицо, это MPTube, реакции, марафона, комментарии к видео. Сейчас я уже нагоняю после отпуска актуальные видосы. Все ближе и ближе к актуальному таймлайну, но по факту все равно в понедельник все по большей части записываю каждую неделю. Далее MP Entertainment, музыка моего производства, вот самый свежий релиз. Следующий будет диаметрально противоположен этому, будет более веселым и менее серьезным. Надо же как-то все-таки порадоваться лету, а не только серьезные остро-социальные вопросы поднимать, как вот в этом. И Telegram, чтобы не теряться. Это был не конец выпуска, новости продолжаются, двигаемся дальше. Далее Кей-поп-охотницы на демонов попали в топ-2 самых просматриваемых фильмов «Где?», давайте подробней. Полнометражный мультфильм Netflix Кей-поп-охотницы на демонов достиг очередного рубежа, поднявшись на второе место в глобальном списке топ-10 фильмов за всю историю платформы. Согласно официальному сайту Netflix To Doom, по состоянию на 13 августа по корейскому времени фильм набрал в общей сложности 184,6 миллиона просмотров, с впечатляющим общим количеством часов просмотров 307,6 миллионов. Теперь все внимание приковано к тому, сможет ли он превзойти лидера, фильм «Красное уведомление», который набрал 230,9 миллиона просмотров за 91 день. Кей-поп «Охотницы на демонов» — это анимационный фильм о кей-поп-айдолах. Сюжет разворачивается вокруг Хантрикс, женской группы, состоящей из охотниц на демонов, и их противостоянию с мужской группой Saja Boys. Оригинальный саундтрек стал одним из главных факторов мирового успеха. Песня Хантрикс Golden недавно возглавила музыкальные чарты Великобритании и США. Ее Idol и сода-поп группы Saja Boys, а также How It's Done Huntrix также попали в ключевые мировые рейтинги. Netflix планирует представить трек Golden на рассмотрение в категории «Лучшая оригинальная песня» на премии «Оскар» в следующем году. Что сказать, поздравляем производственную команду, сделали действительно интересный мультфильм, хорошая музыка и анимация тоже на высоте. Может, когда-нибудь даже пересмотрю повторно, если было бы время. Но так, первый просмотр прямо вот... Как я говорил, можно было чутка дожать, сделать чуть-чуть больше отсылок и иронии над индустрией, но и так уже хорошо. Двигаемся дальше. А далее Корейский институт бизнес-исследований торжественно представляет рейтинг репутации групп. BTS потеряли лидерство, кто же стал первым, узнаете через пару секунд. 30 место H1Key, 29 50-50, 28 Baby Monster, 27 Kiki, 26 Zero Base One, 25 NMIX, 24 Stacy, 23 Ahov, 22 Web Boys, 21 Oh My Girl, 20 B2B, 19 101, 18 Astro, 17 ATEEZ, 16 NCT, 15 Fromis 9, 14 Infinite, 13 Stray Kids, 12 X, 11 Enhypen, 10 Rise, 9 Big Bang, 8 Twice, 7 Shiny, 6 Super Junior, 5 Seventeen, 4 Red Velvet, 3 IVE, 2 BTS и первое место занимает группа Blackpink. Всех поздравляем, счастья, здоровья и двигаемся дальше. А далее Корейский институт бизнес-исследований снова торжественно представляет рейтинг репутации участников мужских групп. Давайте с 30 места, как обычно. 30 место Антон из Rise, 29 Юн Санха из Astra, 28 Сон Чан из Rise, 27 Кюхён из Super Junior, 26 Сон Мин из Super Junior, 25 Сохи из Rise, 24 Он Сону, 23 Пак Джи Хун, 22 Сон Мино из Winner, 21 RM из BTS, 20 Минхо из Shiny, 19 Ки из Shiny, 18 Ким Хичори Super Junior, 17 Ким Джи Хван, 16 Хван Мин Хён, 15 Юн Дуджун из Highlight, 14 Ким Йохан из Вэй, 13 Джей Хоуп из BTS, 12 Шуга из BTS, 11 Ли Мину из Шинхва, 10 Бихён из EXO, 9 Кан Даниль, 8 Вон Бин из Rise, 7 Юнхо из TVXQ, 6 Чонгук из BTS, 5 Ви из BTS, 4 Чимин из BTS, 3 Чайну из Astra, 2 G-Dragon из Big Bang и первое место Джин из BTS. Всех поздравляем, успехов, счастья и двигаемся дальше. Далее RM из BTS шокировал всех, рассказав, с чего, по его мнению, начинается интеллектуальное любопытство, а также гайд по посещению выставок. Давайте подробней. Лидер BTS RM поделился своими советами по просмотру выставок. 14 августа на YouTube-канале модного журнала Harper's Bazaar вышло видео под названием «Ребята, у RM накопилось много того, что он хотел сказать, все сюда!» Хэштег «Энциклопедия всего на свете». Отвечая на вопрос о лайфхаках для посещения выставок, RM отметил: правильного ответа нет, но все же выделил 3 маршрута. Первый – заранее изучить автора и концепцию выставки, а затем пережить интеллектуальный опыт. Это сложно, но это самый идеальный способ, сказал он. Второй – просто наслаждаться красивым. Недавно во время путешествия по Европе, рассматривая работы Ван Гога и Мане, я понял,
Смотрю, потому что красиво, продолжил РМ. И третий. Получить удовольствие от самого процесса похода на выставку. Если вы идете туда ради красивых фото, то со временем у вас появятся свои предпочтения, любимые художники. Всякое интеллектуальное любопытство начинается с тщеславия, добавил он. Тщеславие — это база. РМ также стал лицом сентябрьского номера Harper's Bazaar, снявшись на обложке в коллаборации с итальянским люксовым брендом Bottega Veneta. Он выразил фирменную изысканную эстетику бренда и его современное видение через собственную харизму. Вот такая вот история. Тщеславие — это база, если так коротко резюмировать. Ну а по факту вот вам 3 варианта, как ходить на выставки. На самом деле, очень интересное занятие, ваш ведущий тоже частенько посещает такое, если есть возможность. В конце концов, надо же пополнять свой культурный багаж. РМ, конечно, молодец, ему всего хорошего, и двигаемся дальше. А далее у нас люди реагируют на то, что РМ рассказал по поводу посещения выставок. Давайте подробней. РМ из BTS, ставший лицом сентябрьской обложки журнала Harper's Bazaar, в видеоинтервью рассказал о своих взглядах на культуру и искусство. На вопрос о том, как правильно наслаждаться искусством в галерее, РМ ответил, что обычно подходит к этому 3 способами, и мы их все описали в прошлой новости. Поэтому перейдем к комментариям людей. Согласен, большинство начинает интересоваться чем-то именно из-за желания покрасоваться. Я так увлекся фотографией. Это определенно лучше, чем вообще ничем не интересоваться. Точно, почему я не могу немного поумничать и почувствовать себя от этого лучше? Мне нравится, что РМ так стремится сделать искусство доступнее для людей, даже если мотив тщеславия, рост интереса к искусству неизбежно приведет к его развитию. Серьезно, люди, интересуетесь искусством, культурой и книгами. Это делает вас умнее, а еще и много узнаете, в этом нет ничего плохого. Интеллектуальное тщеславие — это не то же самое, что поверхностность. В первом случае ты хотя бы стараешься понять что-то глубже, во втором просто притворяешься. Ранее люди уважали интеллектуальные хобби вроде чтения или искусства без лишней критики. Сейчас, если кто-то говорит, что любит читать, его сразу считают снобом. Да, я начал читать классику только чтобы казаться умным, лол, и многие другие комментарии. В общем, ударил прямо в цель, многие узнали себя, но, как видите, да, ничего плохого нет, если это приводит вас к посещению искусства, и опять же, да, если на искусство будут смотреть и его потреблять, то оно будет развиваться, все логично. Согласны вы с тем, что говорили люди, РМ или нет, можете писать в комментариях, ну а так, артисту еще раз всего хорошего, и когда будет фотосессия, естественно, про нее тоже расскажу. Двигаемся дальше. Далее рекомендую вам разместить перед лицом что-то, что будет защищать вас от пробивания его лица фейспалмами, потому что очередные шизотеории. Лиса и Чонгук вместе, боже мой. Ну, в общем, опять какие-то шизослухи, но так много они в инфополе светятся, что надо хотя бы посмотреть, что там. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Недавняя активность Лисы из Blackpink вновь разожгла слухи об ее отношениях с Чонгуком из BTS. Лиса собирается выпустить музыкальный клип на песню Dream с участием японского актера Сакагучи Кинтато. Уже, по-моему, все это вышло, реакция потом будет на канале. Это породило предположение о прошлых отношениях идола и о том, на чем может быть основана песня. Однако Чонгук также оказался в центре слухов. Одним из главных элементов постера стали парные кольца. Пользователи сети вернули фотографии, посчитав, что это отсылка к слухам о том, что Чонгука и Лисы были одинаковые кольца в 2019 году. О, господи. Как эти люди столько времени свободно находятся на все эти шизотеории. Пользователи сети также заметили некоторое сходство во внешности Чонгука и Сакагучи Кинтара. И по факту это вся новость. На основе этого люди опять строили предположения. Там даже были комментарии, что верим, надеемся. Кто-то говорит, что не верим, не надеемся. Кто-то говорит, что верим, но надеемся, что это неправда, потому что она или он недостоин, нужно подчеркнуть, кто кого. Ну и в целом, некоторых людей обвиняют опять же в натягивании совы на глобус, что, я думаю, достаточно близко к позиции нашей редакции, потому что все это неподтвержденный бред. Поэтому относитесь к этой новости не более как к развлечению. На самом деле, больше добавить особо нечего. Артистам успехов в творческом пути. Двигаемся дальше. Как оказалось, есть что добавить. У предыдущей новости появилось продолжение касаемо отношений Чонгука и Лисы из Blackpink. Давайте подробнее. Новость переводится на ходу. Посты Чонгука из BTS за предграмме привлекли внимание из-за связи с Лисой из Blackpink. На фоне тизеров и ажиотажа вокруг клипа Лисы Dream вновь всплыли слухи об их якобы отношениях. В преддверии выхода музыкального клипа история Чонгука в запретграмме стала горячей темой, поскольку айдол поделился песней Stay Gracie Adams. Пользователи сети начали предполагать, что это связано с видео Лисы. Затем Чонгук порекомендовал в запретграмме еще одну песню ВВ группы Nova Amo или Nova Ama. Пользователи сети высказали мысль о том, что совпадение не только не случайное совпадение, но изучив текст песни и обложку, нашли ссылки на видео Лисы. Ох, и даже проводят сравнение обложек, что это все не просто так.
и комментарии, как обычно. Чонгук, мы защитим тебя от нее. Лиса, мы защитим тебя от Чонгука. Как это? Ой, я так завидую этим людям, у них так много свободного времени. Честно, я ожидал даже большего. Тут как-то все очень, что ли, вменяемо, на самом деле. Ну, то есть, я думал, что нам сейчас с вами придется сидеть и долго-долго пробивать лица руками, но нет, это просто какие-то невинные предположения. А может быть и винные, а может быть и нет, а может быть, какая разница? Что сказать? Да ничего. Ничего между ними, судя по всему, нет. Да и какая разница, даже если есть. Мы ж тут в первую очередь собрались поговорить про музыку, про индустрию, да? Так что давайте-ка возвращаться к индустрии. Ну а вышеупомянутым артистам всего хорошего. Двигаемся дальше. Да, тут снова у нас Чонгук, его якобы отношения, Винтер из СПА. Учитывая предыдущие две новости, которые были за последние пару месяцев по этой теме, нас, видимо, ждет какой-то вагон кринжа. Давайте подробнее. Новость переводится на ходу. За последние несколько месяцев Чонгук из BTS и Винтер из СПА стали предметом обсуждений из-за слухов об их отношениях. В июле 2025 года эти два айдола оказались в центре спекуляций после того, как пользователь сети попытался собрать воедино доказательства, указывающие на возможные отношения. Эти заявления были в основном отвергнуты как беспочвенные, а предполагаемые доказательства варьировались от одинаковых аксессуаров до общей любви к тренировкам. Где-то грустно Ким Джон Кук такой, а я тоже в качалку хожу, и у меня похожее звучание имени на Чонгука. Ох, можно новые шизотеории строить. Но вернемся к новости. Теперь недавняя активность в социальных сетях снова привлекла внимание к слухам об их отношениях. Примерно 9 августа Винтер опубликовала в запретграмме пост с песней VV группы Nova Ama. Несколько дней спустя, 14 августа, Чонгук опубликовал ту же песню в своей истории. Два айдола также использовали песню Devotion Джастина Бибера в постах, в которых были добавлены эмодзи, что стало дополнительным доказательством. Как и предыдущие слухи, фанаты отвергли это доказательство, в кавычках назвав все совпадением. Ну и как обычно, комментарии в духе «вам нечем заняться», «жить своей жизнью», что вы лезете в жизнь артистов, даже угрозы есть. Но в целом, опять история какая-то высосанная из пальца. Ну кто-то очень хочет поженить Чонгука и Винтер из СПА. Тут у нас еще, возможно, любовный треугольник получается, потому что там же еще Лиса была в прошлых новостях. Целая вселенная ужаса космического по поводу того, как же у некоторых много свободного времени. Но в любом случае, я это разобрал для вас сейчас. Нет повода для беспокойства, если вы хотели, чтобы все оставались одинокими, все одинокие по-прежнему, ну или по крайней мере официально. Опять же, вышеупомянутым артистам можно пожелать только крепких нервов и, возможно, чтобы животы не лопнули от смеха, когда они все это читали. Двигаемся дальше. Далее у нас, опять же, некий фанатский рейтинг, который нужно воспринимать исключительно как развлекательный, потому что у кого-то фанатов больше, у кого-то меньше, но это рейтинг, связанный с BTS и красной ковровой дорожкой. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Участники BTS всегда одеваются так, чтобы произвести впечатление на особых мероприятиях. Но кто, по вашему мнению, король красной дорожки? Фанаты проголосовали, и вот результаты. Опять же, не воспринимайте это всерьез, это просто развлекательная новость, просто ха-ха и, ну прикольно, вот примерно так надо это воспринимать. 7 место Шуга, 5% голосов, стильный Шуга занимает 7 место. 6-е РМ лидер получил 6% голосов. 5-е место Джин, 7% голосов, но там типа чуть-чуть больше на пару голосов суммарно, чем у РМа. Далее на 4-м месте Чимин, 8% голосов. 3-е место Чонгук, 12% голосов. 2-е место Джей Хоуп, 14% голосов. Ну и на первом, очевидно, кто остался, Ви, у него 48% голосов. Опять же, вы можете составить свой собственный рейтинг. Пожалуйста, не надо начинать опять скандалы и в комментариях и спорить, кто лучше. Это просто фанаты вот на одной из платформ собрали вот такой рейтинг, который помимо новостей публикует вот такие рейтинги. Так что не нужно этого, я уже 20 раз повторил. На мой взгляд, каждый хорош по-своему, и опять же, у каждого свои предпочтения, у людей, кому какая внешность и одежда нравится. Кому-то нравятся спортивные шорты, а кому-то официальные костюмы. Так что просто вот такая вот веселая новость. В группе BTS всего хорошего и успехов в написании альбома. Такой у нас сегодня был выпуск. Скорее всего, будет сцена после титров, потому что что-то подозрительно мало новостей. В прошлом выпуске все трещало по швам, уже невозможно было их вместить, а сегодня как-то поменьше. Так что смотрите до самого конца. Я дозапишу, как только что-то появится. Также, если вы в первый раз здесь или давно, но без подписки, тоже подпишитесь, поставьте лайк, нажмите колокольчик, напишите комментарий, помогите новостям продвинуться и догнать былое величие
которое было при меньшем количестве подписчиков. И, как обычно, с вами был Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. И вот они, титры, самый свежий релиз, вот здесь он на экране. Для нового, который выйдет в конце августа, вот прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, ваш ведущий пишет вокал и наслаждается процессом звукозаписи и сведения. Что еще? Ролик биографический потом когда-нибудь выпущу, но, скорее всего, в первую очередь на Бусти и для платных подписчиков Ютуба, потому что алгоритмы того же самого Ютуба подсказывают мне, что пока это делать не нужно, чтобы не сделать непоправимого. Но потом все будет, я же сказал, я сделаю. Дальше что у нас еще? Стрим в конце августа, как раз когда с песней разберусь. Вот, песня у меня сейчас первостепенная задача. И, конечно же, большое спасибо тем, кто смотрит от начала до конца, вы супер уважабельные люди, еще раз низкий поклон бустерам. А сейчас, скорее всего, будет сцена после титров в другом ракурсе, потому что, как я говорил ранее, новостей как-то сегодня подозрительно мало. Как я и предсказывал, сцена после титров, поехали дополнительные новости. Корейский институт бизнес-исследований торжественно представляет рейтинг репутации участниц женских групп. Погнали по порядку с 30 до 1 места. 30 место Чион из Twice, 29 Юна из ITZY, 28 Хани из EXI, 27 Дахён из Twice, 26 Лисо из IVE, 25 Ери из Red Velvet, 24 Мина из Twice, 23 Гаиль из IVE, 22 Юа из Oh My Girl, 21 Джихё из Twice, 20 Чуньон из Twice, 19 Арин из Oh My Girl, 18 Сольон из Mix, 17 Ким Чивон из Le Sserafim, 16 Венди из Red Velvet, 15 Нин из Aespa, 14 Айрин из Red Velvet, 13 Дживон из Signature, 12 Жизель из Aespa, 11 Сельги из Red Velvet, 10 Рэй из IVE, 9 Джису из Blackpink, 8 Лиз из IVE, 7 Джо из Red Velvet, 6 Лиса из Blackpink, 5 Winter из Aespa, 4 Ан Юджин из IVE, 3 Джейн из Blackpink, 2 Чан Вонён из IVE и 1 Розе из Blackpink. Поздравляем всех прекрасных девушек, вечной молодости, успехов и двигаемся дальше. Далее BTS полным составом провели небольшую трансляцию прямиком из США, давайте подробней. Утром 17 августа RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук порадовали фанатов, проведя короткую прямую трансляцию на фан-платформе Weverse. В 7-минутном эфире участники группы беззаботно проводили время на пляже, делились веселыми моментами и игриво общались. Чимин, раздетый до пояса после купания, появился на экране вместе с Ви, который в шутку обнял промокшего Джина. Чонгук держал камеру, запечатлевая непринужденную атмосферу в группе. Во время трансляции Рэм заверил фанатов, цитата, «У нас все хорошо», а Шуга добавил, «Я усердно работаю над продюсированием альбома». Джин, который недавно завершил турне по Европе с фан-концертами и с тех пор участвует в музыкальном лагере в США, весело поприветствовал зрителей словами «Я благополучно добрался до Америки и снова встретился с ребятами». Группа официально воссоединилась после важных событий, произошедших этим летом. В июне RM, Чимин, Ви и Чонгук завершили службу в армии, а Шуга был демобилизован. После того, как Джей Хоуп завершил свой сольный концерт, а Джин свой тур, участники собрались в Лос-Анджелесе, чтобы сосредоточиться на создании музыки. Цитата, «Мы работали без перерыва, и сегодня у нас выходной», — сказал Рэм. Чонгук пошутил. Это немного утомляет, а Чимин признался. Работать 6 дней в неделю и иметь только один выходной — это тяжело. Джей Хоуп поддержал их, мы только работаем. Добавив немного юмора, Чонгук прокомментировал. «Я думал, что здесь, в США, все будет совсем по-другому, и так оно и есть, но все равно чувствуешь себя как на фабрике». Джин подразнил. Поскольку я присоединился к группе позже, после своего тура, я ожидал чего-то особенного, но на самом деле это просто просыпаешься, тренируешься, идешь в студию, ешь и спишь. Прежде чем завершить трансляцию, участники сказали фанатам, что она задумалась как, цитата, «отчет о выживании», шутливая проверка, чтобы показать, что у них все хорошо. Они закончили трансляцию смехом и заверили армии, что работают над возвращением всей группы, которая запланирована на весну 2026 года. Ну что ж, у парней все более чем отлично, хороших продуктивных дней им 6 дней в неделю по созданию альбома и того самого прекрасного долгожданного выходного. И двигаемся дальше. А далее у нас Ким Намджун в интервью Harper's Bazaar рекламирует возвращение BTS. Давайте подробней. RM впервые появился перед камерами после ухода в армию. В интервью для Harper's Bazaar Ким Намджун откровенно с юмором рассказал о себе. Он раскрыл как свои сильные, так и слабые стороны, показав две дополняющие друг друга грани. С одной стороны, RM харизматичный рэпер на сцене, с другой Ким Намджун более скромный человек в повседневной жизни. На вопрос о том, как воспринимает его имидж, Намджун энергично ответил. Люди говорят, RM не умеет это делать, но в конце концов, в чем он действительно хорош? Затем, смеясь над собой, добавил. Сейчас мой образ человек, который плох в спорте. Я даже не умею играть в футбол и волейбол, не могу водить машину, у меня нет прав. Меня считают неуклюжим во всем, что требует координации. Но, как ни странно, я довольно неплох в скейтбординге. И тут же уточнил о танце. Не так уж и плохо, вот, пожалуй, и все.
Намджун также вспомнил о своем детстве, объяснив, что желание быть в центре внимания никогда его не покидало. «Мне нравится быть в центре внимания. Это не изменилось. Я не думаю, что стремление привлекать внимание — это плохо. В детстве меня звали Радио. Я искал интересные истории в интернете и рассказывал их друзьям. Мне нравилось выступать перед публикой. Обожаю делать презентации. Люблю смешить людей. Одно время я хотел стать комиком, так что мое желание, внимание довольно схоже. Эти откровения показывают, что его любовь к сцене и желание делиться появились очень рано». После этих откровений РМ заверил фанатов, что ожидание скоро закончится. Он и остальные участники BTS, Джин, Шуга, Джей Хоп, Чимин, Тэхён и Чунгук, готовят новый альбом, выход которого запланирован на следующую весну. Работа началась еще в июле в США, и это важный этап. Это будет их первый полноценный альбом за 4 года после Proof 2022. Их последний крупный концерт Yet to Come in Busan прошел в октябре того же года. С этим новым проектом BTS готовы вписать новую главу в свою историю, и Намджун пообещал вернуться на сцену с полной энергией. Вот так, немного о себе, немного о группе. Такой он человек Ким Намджун. Насколько вы ждете альбома, чего от него ожидаете? Пишите в комментариях, артисту и группе всего хорошего, двигаемся дальше. А далее у нас Ви из BTS, который исказил восприятие кофейни, которую он рекламирует, в лучшую сторону. Давайте подробней. Ранее на этой неделе ведущая корейская кофейная сеть Compulse Coffee представила свою последнюю коллаборацию с эксклюзивной моделью Ви из BTS в виде меню напитков V Compulsed. В лимитированной линейке представлены 3 освежающих аромата: Dolce Serenade, Luce Allegro и Yuja Staccato, каждый из которых идеально дополняет яркую энергетику летнего сезона. После анонса Compulse Coffee опубликовали новую серию ярких рекламных фотографий Тэхёна, которые теперь можно увидеть в 3000 кофейнях сети. На фото айдол был одет в простую майку и выглядел непринужденно и харизматично. Пожалуйста, харизматичные непринужденные фотографии. Поклонники были очарованы его безупречными чертами лица, пронзительным взглядом и соблазнительной внешностью, которые придали рекламной кампании элегантность и выразительность. Неожиданное сочетание роскошной фотографии с доступным брендом кофе быстро стало вирусным и вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В популярном посте на Вику корейские пользователи сети выразили свое восхищение, написав: «Ух ты, кто бы мог подумать, что это реклама кофе? Это так стильно!» «Это больше похоже на рекламу ювелирных изделий или косметики, чем на рекламу кофе». «Почему он такой красивый?» Он придал этому кофе такой роскошный вид. «Надеюсь, ты будешь часто сниматься в рекламе, я хочу чаще видеть твое красивое лицо». «Сумасшедший, его лицо делает всю работу за него!» Значит, Compulse — это люксовый бренд? Мне так нравится Ви. Каждый раз, когда я захожу в Compulse и вижу его лицо, я становлюсь по-настоящему счастливым. Это просто похоже на модную фотосессию. Он действительно так хорошо и изящно это представил. Пожалуйста, действуйте скорее. Похоже, он превратил эту кофейню в люксовый бренд. И многие другие комментарии. Как оно вам, пишите в тех же самых комментариях под видео. Опять же, здорово, что человек популяризирует напиток, который вроде бы не самым любимым у него является, но вроде с помощью этой кофейни смог найти свой любимый вариант кофе. Ну, насколько я помню. Это уже не первый раз, когда Compulse Coffee и Ви появляются у нас в новостях. Собственно, поздравляем, успехов, счастья, здоровья, крепкого кофе и всех благ. Такая у нас была сцена после титров. Все, у меня уже вечер воскресенья, да точнее ночь. Дописывать больше ничего не буду, остальное в четверг. Спасибо тем, кто смотрел до конца, а потом понял, что будет сцена после титров. Большое спасибо, все, ушел монтировать.